Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, также боевая магия, магия наказания, мщения, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, договор с дьяволом, рассоры и другие ритуалы. Вы можете найти также меня в инстаграме, в телеграм-канале я публикую более закрытые ритуалы, материалы, которые не проходят цензуру на других площадках. А сегодня у меня прогноз 27 июня по 3 июля по знакам зодиака. В зависимости от рождения на нас влияют астрологические аспекты. Каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчинены очень жестко ритму Солнца, наше сон и бодрствование. Также есть другие влияния, зависят они от даты нашего рождения. Это влияние распространяется на наши дела, внешние события, общение с людьми, эмоции, здоровье. Вторая половина знаков зодиака — это Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Помним, что кроме влияния этих есть наша воля, наша родовая история и магия, которая также перепрограммирует эти. Можно выйти из этого, из этой программы, чем я и занимаюсь. Так, Дева как-то устала, не в настроении, возможно, что вымоталась эмоционально перед этим, какие-то яркие ощущения, может быть, события были, и теперь такое вот ушла в отказ, да, от этого всего, устала, слишком насытилась. По работе шестерка жезлов, тормозы, палки в колеса. Все не так быстро, как вам хотелось бы. Вам хотелось, чтобы это все продвигалось, оно стоит. Ну, это всего лишь неделя, и карта сама не долгосрочная. Это просто задержка еще пока ничего. Также, если вы соискатель ищете, там также там может быть такой вот вопрос затягивается. Социум, недопонимание, недоверие, договоренности разрушаются, не складываются. То есть стоит вам обратить внимание, поскольку тут речь идет скорее не о качестве человека, а о том, что вы с трудом договариваете, да, дело, что не в духе, можете дело склонно излишне критиковать, испытывать недовольство к человеку. То есть обратите внимание, да, по здоровью. Вестник кубков, хорошее состояние здоровья, выздоровление, эмоциональная легкость. Может, кому-то это детская карта, одна из карт. Известие о ребенке уже, причем такой уже срок. Вау, любовь-морковь. Что же это за любовь-морковь такая? Очень много кубков, очень много эмоций. Дева полна такой вот очень юной энергетики. Любовная любовь возникает. Это любовь в паре, существующих отношениях, семейных. Для одиноких новая любовь. И новая любовь. И под конец недели. Да, такая любовь, что дева начинает получать искаженную информацию, сомнения в том, что вам доносят, приносят, возможны какие-то ошибки в документах, принятии решений, основанных на чужом мнении, на чужих данных. Дева все должна контролировать и пропускать через себя. Тут все-таки вот так. Будьте внимательны к мнению третьих лиц, они, скорее всего, что ошибочны. То, что вам передают. Так, наши весы. Да, что-то дело темное, дело ясное. Весы, черная карта, весы что-то в каком-то черной дыре, можно сказать, что такое.
Ну, сейчас посмотрим. Состояние, нестояние, с чем оно связано. Ну, вот это дырка такая вот энергетическая, что так уж для весов стали планеты, да, умеренность по работе, но это взвешенное может быть решение, с другой стороны может означать, ну, такую скаридность, все-таки жадноватость при расчетах, если у вас клиентский бизнес или вы зависите от каких-то выплат, вот прям давят, сдерживают выплаты. Ну, также и ваше отношение к работе такое очень сдержанное. Зато в социуме встреча с приятными людьми, родственниками, эмоциональная поддержка, разговоры о былом, ностальгия такая приятная, светлая карта. Состояние здоровья, шут. Ну, состояние-то здоровья у вас неплохое. Единственное, ваш какие-то, может быть, информационное поле может порваться ошибка. Шут это всегда какой-то, ну, глюк. Также этот глюк может выразиться в виде обморока, в виде каких-то попытки как-то слишком рискнуть своим здоровьем, съесть что-то, ну, нетрадиционное для вас, да, что-то. Не рискуйте, не идите по краю. По сути, шут не означает серьезного расстройства, скорее неоправданный риск здоровьем. Вот. Ну, одна из карт зачатия, но я бы сказала, что это не то зачатие, которое бы я порекомендовала. Да, опять что-то всем любовная любовь прям весам. Смотрите, наверное, какой-то транзит идет из знака в знак. Любовь, то есть все в любовном таком настроении приподнятом, хочется, да, рискнуть даже здоровьем. И под конец недели все-таки выстраданные деньги. Деньги, с которые вы выцарапали, выждали, но вы их получили. Да. Умеренность. Кто-то жал, и все-таки выдал. Денежка. Скорпионы. Угу. Скорпиона, застой, ничего никуда не движется, все от чего-то вы зависите, от кого-то, ни туда, ни сюда, лежит, ждет, да, ждем, когда звезда на небе зайдет, когда бумажка какая-то придет, когда что-то откроется или закроется. По работе такая очень подозрительная карта, то есть может быть уход с работы, может быть возникновение где-то каких-то предложений с каких-то очень-очень давних времен, но оно не принесет вам чего-то нового, понимаете, это застарелые условия, то, что вам давно уже не интересно, то есть для работы эта карта не хорошая, делать вам там нечего, вообще может означать уход, или такие предвестники ухода, что вам придется уйти отсюда, или хочется уже уйти. Ох ты! Дьявол в социуме, ну, скорее означает такую неблагородную компанию, которая может вас вовлекать. Пьянство, гулянство, также всякое жулье. Ну, если хотите придать позитивный смысл этой карте, то скорее это время как раз обращаться к черным практикам. Это да. Это да. По состоянию здоровья шестерка мечей, карта неплохая, однако если у вас какой-то запущен процесс, болезненность, она может развиваться, то есть идти куда-то, да, как картина болезни может в движении быть. Для остальных это карта бодрого состояния, вы активны, вы можете отправляться в какое-то морское путешествие. Единственное, что развитие каких-то симптомов, оно не остановится. Если у вас начало сопли, если у вас начало там что-то болеть, то вот оно так и будет развиваться, что-то там. Так, личная жизнь, непонимание, не сходитесь вот на почве материального. У вас как-то нет единства, вы не видите общего.
в плане быта, в плане развития общего будущего. Тут что-то вот карта очень разные вы. Если это пара, споры из-за денег. Также для новых отношений карта не подходит, то есть вы не сходитесь ни в чем вообще, не даже в делах. Зато интересная карта, ну прям что-то такое очень двоякое все. Скорпионов, и дьявол, и белая карта. Перезагрузка сознания, осознание каких-то своих целей, увидите свет в тоннеле. Хорошо помедитировать, исполнить какое-то, загадать желание, и также неожиданное событие, которое приведет к вас к исполнению давнего желания. То есть, может быть, даже как-то это дьявол к этому имеет отношение. Что-то переступить и получить. Так, наши стрельцы, стрельчихи, любовники, карта такого эмоционального равновесия, такой влюбленности, состояние наслаждения партнерскими отношениями. Также карта, где у вас много выбора, много чего вам предлагают. В каком смысле, сейчас посмотрим. По состоянию, по работе, вообще шикарная. Праздник на улице Стрельцов, тройка кубков, вы блистаете в обществе, особенно если у вас как-то связано с модой, с представительскими какими-то делами, клиентским бизнесом, творчеством. Ну, особенно все, что касается тусовок. Тут вы выигрываете какие-то конкурсы, потому что тройка — это победа, вы лучшие, а вас принимают как лучшего. Дополнительный бизнес, открытие дополнительного бизнеса, дополнительный источник. Много предложений по работе, если вы соискатель, причем таких денежных и приятных. Пятерка жезлов. Для вас идет рассеивание как бы вашей энергии. Много людей будут от вас чего-то хотеть, напрягать вас. Вам придется там отбиваться от них, решать их проблемы, свои общие проблемы ваши. Это могут быть и родственники в том, но вы их порешаете. Так, по состоянию здоровья, заложен фундамент. Состояние здоровья хорошее, кстати, оно может означать какой-то новый этап в лечении, если тяжелая болезнь, причем плодотворный, уже с результатами. Вы можете почувствовать эти результаты. И вы четко увидите позитивную динамику. В целом состоянии, если вы были здоровы, так и остаетесь здоровыми, только крепнете и укрепляетесь. Да. Так, личная жизнь, восьмерка пентаклей. Что-то тут. Отношения без особых эмоций, все как-то на уровне быта, либо отношения, где вы рассматриваете друг друга, как деловых партнеров, что ли. С точки зрения устройства бытового, материального, вот так вот. Любовь на работе. Что такое, в общем. Так, и конец недели. Шестерка пентаклей. Приятный презент, приятное известие. Какая-то маленькая радость, письмо. Деловая какая-то удача. Почему пентаклями много засыпано. Такая вот карта спокойствия, наслаждения жизнью, приятных бонусов, любовная любовь. Козерог. Так, козерожек наш обиженный. Чувствует какой-то недостаток. Недостаточно оценили. Хочется больше как-то понимания, внимания окружающих, может быть, любимого человека. Что он такое? Амбициозные, козероги у нас амбициозные, сны о чем-то большем. Так, по работе, вот она еще, да, в работе указывает, но разочарование,
ожидал большего, получил меньше. Скучно, надоело это делать. Еще такой вариант. Либо получите предложение, которое, ну, собственно говоря, ну, такое же, как и раньше. Ничего интересного, но... Вот. Интересная карта в социуме. Налаживание отношений на основе какой-то общности интересов. Прям загорелся какой-то дружбой, каким-то делом, с новыми людьми, в новом окружении. Прилив сил благодаря поддержке. Это может быть поддержка от родственников. То, что дает вам силу, обмен энергиями. Состояние здоровья хорошее, но расслабленное. Не особо так способствует каким-то соревнованиям или путешествиям. То есть хорошо расслабиться. Также останавливаются, даже если самые тяжелые болезни уходят в такой вот в ремиссию, или как она там называется. В общем, не беспокоит вас ничто, успокаивается. В личной жизни встреча, может быть свидание для одиноких, для семейных. Это ну, какая-то совместная поездка, что-то совместная покупка, достижение такой приятной краткосрочной цели. И конец недели упал. Все, Козерог упал. Жезл перевернутый, все, лежу, устала. Так, Водолеи, любовь, очень сильная любовь. Все в любви, в эмоциях, в любовных каких-то переживаниях, наслаждение любовью. По работе. Работы разные, может быть две, может быть вы не успеваете и то сделать. Одним словом, может и то обломаться. То есть вы, может быть, за два дела беретесь так вот. И все время переносятся планы. Переговоры, которые пока не ясно их исход. А вот сам Водолей, социум. Важную информацию получите от своих каких-то друзей, родственников, налаживание каких-то, скорее, деловых, бытовых, получение информации, решение каких-то бытовых вопросов. Вот Водолей со своим мечом разруливает по своим правилам, да. Все. О, состояние здоровья черное. Что у вас такое? Черная карта. Так. Так, и черная дыра. Какой-то провал, странное самочувствие. Может быть, произойти что-то неожиданное. То, что вы, может, вообще раньше с этим не сталкивались. И окружение, обморок, сердечное что-то. Также ощущение, как порча. То есть не рекомендуется напиваться, рисковать, есть рискованную какую-то пищу, отправляться в какие-то неизвестные места, поскольку карта опасности. Так, личная жизнь, четверка жезлов не напрягает, никто никого не напрягает, и хорошо, все отдыхают, весело, спокойно, расслабленно, в саду, не знаю, за городом. Также для одиноких это может быть знакомство такое вот на отдыхе, которое не может вообще не развиваться, собственно. Если у вас споры, ссоры, вялые отношения, эта карта не означает никакого развития, все вот так вот и стоит в никуда. Зато карта императрицы интересная. Все-таки что-то с личной жизнью тут интересно, особенно для женщин водолеев. То есть вы чувствуете новое начинание, точка отсчета, или либо плоды предыдущих отношений вы наконец получите, подведете итог, где вы будете диктовать условия, то, что вы хотите, то и будет. Плоды эти все. Ну, еще одна из карт зачатия. Кому это актуально, да, семейным парам. Планируемая такая хорошая беременность.
С вами была ведьма Аграфена. Это был мой расклад на неделю по знакам зодиака. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео, пожалуйста, только в письменном виде. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите еще. До свидания.